Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как легко и просто сплести квадратное дно из газетных или бумажных трубочек. Если вам эта тема интересна, то я приглашаю вас к просмотру. Я очень подробно постаралась показать все нюансы плетения такого донышка, упростила вариант плетения, поэтому, на мой взгляд, любой начинающий тоже сможет сплести такое дно. Не забывайте заглядывать в описание под видео, там очень много нужной информации о самих трубочках, а также ссылки на интересные мастер-классы. Приятного просмотра! И перед началом работы я сделала себе вот такую разметку. Это приблизительные размеры моего будущего дна, плюс сантиметр по краям. То есть изначально я на листе бумаги начертила размеры моего будущего квадратного дна, наметила стоечки. И потом просто обрезала по краям по 1 сантиметру, у меня получилась такая заготовка. Чуть позже я объясню, почему я сантиметр убрала. И сейчас по этой разметке я буду выкладывать мое будущее дно. И делаю я это следующим образом. Я беру трубочки и прикладываю их к линиям разметки вертикально. Вот таким образом. Боковые трубочки у меня сдвоены, я чуть позже объясню, почему. Здесь я стараюсь, чтобы и длина трубочки здесь у меня осталась, и здесь. Далее все остальные трубочки будут одинарные. Если вы донышко хотите чуть побольше сделать размером, то тогда можно все двойные брать трубочки, для того, чтобы донышко было прочным. Но так как у меня здесь небольшой размер, то одинарных мне вполне будет достаточно. Донышко тоже получается прочным. Выкладываю трубочки прямо по вот этим линиям. Здесь у меня боковая идет линия, и здесь у меня идут 2 трубочки. Так, вот, да. И сейчас я это все фиксирую малярным скотчем. Чтобы у меня никуда ничего не двигалось. Вообще такое донышко можно сплести на специальном станке. Рукодельницы делают этот станок из подручных материалов. Но пока у меня нет, я использую вот такую вот разметку. Тоже очень удобно. Я плету прямоугольные донышки именно таким способом. В одном видео трансляции я очень подробно показывала этот процесс. Можно здесь посмотреть. Начинаем плести, выкладывать наше дно. Для этого я беру трубочку, смотрю, чтобы она располагалась посередине, и именно таким способом начинаю ее вплетать в мои стоечки. Но здесь обратите внимание, как я это делаю. Я ее не вплотную вплетаю вот рядом с боковой линией, а чуть-чуть вовне сдвигаю, чтобы здесь у меня тоже оставалось пространство для следующей стойки. Вплетаю в стоечки. Здесь нужно следить внимательно за прямотой стоек, потому что они на первом ряду гуляют только так, косят, кривят. Мы должны их расположить более-менее прямо, помочь им. Так, первая трубочка готова. Беру следующую. Также ее располагаю приблизительно посередине и начинаю ее вплетать в нашу стоечку рядом с уже имеющейся трубочкой. Вот таким вот образом. И она у нас ложится прямо вот на нашу линию по разметке, нашу боковую линию. Так как я уже сказала, у нас с боков будут сдвоенные трубочки, поэтому мы сейчас делаем и с этой стороны тоже сдвоенные трубочки. Так, все. Начало заложено. Теперь берем следующую трубочку.
Так. Начинаю отсюда, здесь конец оставляю. Его можно и подклеить вот с обратной стороны, но я по опыту поняла, что это не очень красиво будет смотреться, поэтому я его так оставляю, а потом обрежу при уже оплетании. И начинаю вплетать в стоечки эту трубочку. Здесь я очень аккуратно смотрю за тем, как у меня расположены стоечки, потому что как раз-таки сейчас они начнут двигаться туда-сюда, да, чтобы этого не было, я очень слежу за этим. Теперь поворачиваю. Так. Это ситцевое плетение. То есть там, где у меня эта трубочка была наверху, это идет вниз. Как бы шахматкой выплетаю. Так. Поворачиваю. На повороте я немного сминаю трубочку, чтобы она хорошо у нас делала виток. Поворот. Наращиваю. Нарастили, плетем дальше. Здесь такой момент. У меня проблема всегда с боковыми стоечками. Они всегда у меня норовят внутрь повернуть. И сейчас то же самое. И что я делаю? Я когда поворачиваю рабочую трубочку вокруг боковой стоечки, я стараюсь боковую стоечку немного отгибать вовне. Таким образом она у меня встает на место. Сами рабочие трубочки у меня увлажнены, а вот стоечки как раз таки нет. Здесь то же самое, я когда поворачиваю боковые, видите, немножечко отгибаю вовне, потому что я знаю, что у меня есть такая проблема. Ну и, конечно, параллельно я за всеми стоечками слежу, чтобы они у меня не ушли с намеченных линий. Так, здесь наращу. Чтобы наращивание не было видно и с изнаночной стороны, я у трубочки, в которую буду вставлять, отрезаю кончик, где у нее начало, вставляю и незаметно это место. Так, но мне пришлось нарастить, поворачивать я ее не буду, потому что она у меня будет будущей стоечкой. Как определить? Ну, во-первых, у меня есть линии разметки, она прямо легла вот на эту линию. Так. Поэтому как-то так получилось. Следующую трубочку беру, прикладываю ее к этой стороне, то есть вот у нас здесь должна стоечка быть, да, по линии видно стоечка. Я из нее делаю стоечку. То есть получается, она у меня ложится под боковые и на следующую. И плету дальше. Плету дальше именно таким способом. Поворачиваю здесь. Здесь не очень удобно, потому что мы сверху вниз поворачиваем, но мы стараемся, чтобы все было прямо.
Вот так у нас выкладывается донышко. Сейчас я проплету дальше до этого места. Включусь, покажу, как мы будем заканчивать плетение. Остался у нас последний ряд, мы его заканчиваем. Эту трубочку я укладываю так, и из нее образовывается стоечка. Теперь с обратной стороны образовываем стоечку. Для этого трубочку располагаю посередине. Переплетаю между этими стоечками. Так, стойка здесь готова. Как я уже сказала, у нас по бокам будут сдвоенные стоечки, поэтому мы сюда добавляем еще одну. Делаем это следующим образом. Здесь нам уже не надо ничего, а здесь добавляем еще одну. Таким образом. Проплетаем несколько стоечек. И оставляем плетение. Сейчас мы переходим на веревочку из двух трубочек. Сначала я убираю малярный скотч. Нам уже не нужна здесь фиксация. Беру дополнительную трубочку. Здесь у нее, где начало, немного обрезаю, где-то полсантиметра. Это очень мягкий кончик. Даже можно наискосок немножко. И сейчас вот из этой трубочки, которая у нас третья, да, вот здесь, мы ее не будем обрезать, а из нее сделаем веревочку в две трубочки. Каким образом? Я просто дополнительную подставляю вот сюда, под стоечку. Если вы боитесь, можно капнуть клеем ПВА. И плету веревочкой в две трубочки эту нашу конструкцию. Если вы хотите контролировать размер вашего донышка, хотя здесь уже и в принципе не нужно, вы малярный скотч не убираете, просто фиксируете также. Вот. Но я его убрала, потому что в принципе мне результат уже более-менее понятен. Итак, плетем веревочкой в две трубочки. Здесь стоечки постепенно выравниваем. Что у нас как пока не выровнено, все выравниваем. Наращиваем. Нарастили, плетем дальше. Еще раз повторяю, веревочкой в две трубочки. Стоечки тут оплетаем. И посмотрите, как я на углу сделала. Да, у меня сдвоенные трубочки вот таким вот образом расположились, но это пока. Сейчас по периметру все оплетем и последний уже шажок сделаем в формировании донышка. Так, оплетаем наши сдвоенные трубочки. Во-первых, их подтягиваем, чтобы у нас было равномерное расстояние между ними. Оплетаем. Еще раз говорю, если донышко у вас будет большего размера, вы хотите сделать, то просто делайте двойные тут стоечки, как я и делала вот в том видео. Так, здесь нарастила. Смотрите, дошли до момента, где у нас 3 здесь. И я сначала оплетаю это все. Во-первых, укладываю трубочки, оплетаю. А вот эту третью трубочку я просто обрезаю. Можно обрезать ее сейчас, ну а потом кончик немножко обрезать. Можно обрезать уже после оплетания, но я сейчас обрезала. Вот что у нас получилось. Вот видите, можно капнуть сюда клея ПВА, если вы боитесь, что будет как-то плохо держаться. Но по опыту скажу, что все держится отлично. Ну, можно клея ПВА капнуть, если боитесь. Так, здесь опять наращиваем.
Так вот, что у нас получается. Веревочкой в 2 трубочки продолжим и второй ряд оплетать, только здесь уже вот что. Угол. Итак, я беру внутренние вот 2 вот этих трубочки, и из них я буду формировать угол. А вот эти 2 у меня уйдут на стоечки. Как это будет выглядеть? Беру одну из этих трубочек, оплетаю веревочкой, а вот эти 2, которые вместе у меня вовне, я делаю вот такой виток. Эта трубочка у меня уйдет на стоечку. Вот таким образом. Сейчас дойдем до следующего угла, я вам подробнее еще раз покажу. Итак, дошли до второго угла. Еще раз показываю, что тут у нас происходит. У нас сдвоенные трубочки, да, я говорила, зачем нам сдвоенные трубочки. Вот теперь рассказываю. Внутренние мы берем, из них формируем угол, а внешние у нас уйдут на соседние стоечки. Из них будут образовываться соседние стоечки. Вот таким вот образом. А угол формируем, делая вот такой виток. Из этой трубочки внешней образовалась стоечка. И у нас расстояние здесь тоже выравнивается, видите, да? А здесь у нас такое же расстояние, как и между этими трубочками получилось. Ну вот наше дно и готово. Следующий этап: мы поднимаем стоечки и плетем стенки или органайзеры, или корзины, все, что вы задумали. Таким способом можно сплести не только квадратное дно, но и прямоугольное дно. Я еще больше упростила этот способ и сегодня показала более упрощенный мой вариант, тогда, когда совсем не надо ничего подклеивать, никакие дополнительные трубочки, а все очень хорошо прячется у нас. Единственное, что мы один раз всего отрезали лишнюю трубочку. Все. С изнаночной стороны наше дно смотрится тоже очень красиво. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и оказалось полезным. Обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Желаю всем легкого плетения, вдохновения и увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!